Привет, с вами Леонид, мы находимся в Батуми и обозреваем очередную цифровую премиум камеру, это Canon S95. Камера была выпущена на масс-маркет примерно 13 лет назад, то есть условно в 2010-2011 годах, но большинство YouTube видео я смог найти вот от 2011 года. Что там говорится? Там не делают тесты снимков, там просто говорят: о, 10 мегапикселей, сейчас это топ, о, железный крутой стальной корпус, сейчас это топ, и все. И я такой думаю: окей, ну примеры снимков-то, пожалуйста, можно. На самом деле, эта камера до сих пор считается премиум топ-компактом. То есть она была прямым конкурентом вот всех остальных цифровиков того времени. Она действительно по корпусу чувствуется, что есть такой твердый металл. Ну, прям приятно его в руках держать. Камера достаточно быстро фотографирует, а главное, бесшумная. Я уже вот пару снимков здесь испытал и чувствую прям, ну, такой кайф от этого. Вот. Что мы сегодня будем делать? Я буду просто гулять, фотографировать все, что вижу, и выкладывать вам эти фотографии. В основном это будет белье, которое сушится. Ну, вы понимаете, в Батуми без этого никак. Посмотрим, интересна ли эта камера или нет, стоит ли она своих денег. Это самый главный вопрос. Так что гуляем, наслаждаемся. А дальше вы будете видеть большую подборку фотографий, немножко каких-то видео, что я вижу, глазами из другой камеры. И все. А дальше вы решаете сами, покупать, не покупать. Здесь однозначные выводы сделать сложно. Врываемся в очередной дворик. Здесь киска и байк. Байк для Грузии нечастое явление. А вот киски частые, поэтому идем ловить киску. Кс-кс-кс-кс. Иди давай, иди поближе. Мяукни на меня. Кс-кс. Блин, и в этот момент наш байк уехал. Ну что ж, придется искать что-то другое. Я, конечно, снял его в режиме стрит, но очень не уверен, что что-то получится. Вот это удача. Сразу два спящих кота, уже один, но это еще остался. Я их уже сфотографировал и сфоткаем их еще разок. Вот это красавец! Давай, ори на меня, ори, да! Вот это настоящая модель. Походу у нас будет подборка чисто кисковая. Небольшая распродажа шмоток, что-то типа рынка. Ну, такого достаточно не очень большого. Это центральная улица, одна из. Вот здесь есть такой вот хитрый дворик граффитный, и вот есть пару граффити. Сейчас мы эти пару граффити сфоткаем, заодно по освещению посмотрим, как работает камера. И еще два классических теста. Это свет-тень. Мы посмотрим, и небо. Деревья, небо. Посмотрим, как детализация неба будет. Вот это, конечно, провод не в тему немного, но мы справимся.
Я перешел на тихие улочки. Здесь нет никого, кроме грустного пса. Вот, следим за ним. А так, сама улица вот такая. Достаточно просторная, вокруг частные дома. Идем, ищем что-нибудь интересное. Я думаю, мы с вами нашли машину, около которой мы будем делать тест на разных разрешениях экрана. Сейчас посмотрим лучше спереди или сбоку. Я думаю, что, наверное, лучше спереди. И начнем снимать на разных режимах. Ну что ж, ребята, видео снято на Canon S95. Режим, видимо, какой-то автоматический. Мы просто пройдемся, пока светло. Посмотрим, как камера перестраивается по освещению. Посмотрим, как она вообще фокусируется, есть ли у нее хоть какой-то аналог стабилизатора. Насколько ретро-видео мы можем снять. Я нашел как раз самый уютный, тихий санный двор, назовем это так. Найдем людей. И на людях мы как раз посмотрим, что они там ходят или что делают. В этом дворе я, кстати, уже был несколько дней назад. Совершенно не удивлен. Ну что ж, ребята, время подвести итоги. Получилось достаточно много фотографий, как вы видите. Некоторые я не опубликовал, покажу сейчас. Напоминаю, что запись идет с экрана компьютера, и иногда при приближении может рябить, и также может рябить видео. Я не знаю, с чем это связано, но главное, что в основном видео все хорошо, все видно. Значит, выводы. Это одна из моих любимых цифровых камер на данный момент. Конечно, я уверен, что есть лучше, но в данном ценовом сегменте, а цена у нас, давайте считать в долларах, она стоит сейчас в районе, по мировым ценам, в районе $200. Плюс-минус, да, то есть можно найти дешевле, конечно же, но вы знаете, что если вы будете искать эту камеру дешевле на Авито, и вы видите, что она стоит там 5000 рублей, и ее никто не покупает, давайте зададим откровенный вопрос. Почему? Как минимум, почему Вандерфото ее тогда уж не купил, чтобы продать вам? Но если уж прям вот на то пошло, значит, какие-то проблемы, да? То есть даже сейчас на Авито люди продают ее там по $100, это минимум просто, который можно найти, и то часто там сколы на камерах, какие-то проблемы и так далее. То есть, ну, давайте по мировым ценам измерять $200, плюс-минус. И обращаю ваше внимание, что цены растут. Когда я начинал заниматься цифровыми камерами, цены были процентов на 50 ниже, поэтому они постоянно растут на ходовые модели. Вот Canon S95, она раскручена, и в YouTube на нее есть реальные видосы, поэтому действительно эта камера на хайпе. Назовем это так. Ну и фотографии получились крутые, поэтому я готов с вами поделиться. Что-то у меня их две. Так, этого кота нахрен. Начинаем сначала. Начинаю листать, показывать вам фотки. Во-первых, камера очень быстрая. Она очень быстро включается, быстро фокусируется, быстро делает кадр. Давайте вот этого пушистого разберем. Значит, изначально у меня 37% вот здесь, да. То есть, если мы сейчас назумим, вот это 100% приближение. Минимальные потери. Вот это у нас там 500%, да, даже там на носу еще пупырки видно. Конечно же, на мобильном телефоне, когда вы будете это смотреть, вы вообще не заметите никакой разницы. И здесь вот я, в отличие от других дешевых мыльниц, не замечаю такого, что что-то не в фокусе. То есть, что что-то, что я хочу сфоткать в фокусе, а другое нет. Здесь я вижу вот прям реально классную детализацию. Посмотрите, даже вот этого орущего пса, я не знаю, вставлял или нет. Вот, смотрите, найдите кошечку. Она есть.
Классные, яркие, сочные фотографии. Вот эту фотографию я не стал вставлять. У него очень невидный вид, но под ним неприятные вещи. Супер невидный код. Значит, листаем, смотрим, что у меня получилось. Ну, то есть реально сочно, ярко. И видите, вот 3 кота у меня, да, раз, два, три. Я делал фотографии просто одну за одной, с минимальным движением. Посмотрите, вот, то есть он голову успел повернуть, а камера уже успела сделать второй снимок. Я понимаю, что эта цифровая камера должна делать там и серию снимков и так далее. Я просто снимал в авторежиме, не напрягаясь, и здесь она выполнила свою задачу. Здесь, посмотрите, у нас есть решетка. У нас идеально, как бы обходя решетку, кот попал в фокус. Идеально. Идеальный код. Посмотрите, какая классная. Просто это вот на аватарку можно ставить. Детализация, да. При этом и здесь все ярко, все насыщенно. Ну, прям придраться нечему. Далее я попал на рынок. И на рынке я сделал большой стрит. Собственно, я шел с камерой, снимал от груди. Конечно же, это я без шахты. С шахты было бы намного легче. Я также снимал видео. Но посмотрите, я иду и снимаю. То есть мы видим эмоции людей, мы видим то, что мы хотим видеть. Конечно, если пользоваться этой камерой больше, чем один день, можно классно наловчиться и знать, вот в каком месте нажимать, за сколько секунд. То есть с выдержкой все идеально отрабатывает. То есть камера отлично для стрита, просто кайф. Вот архитектура у нас, это на зуме архитектура, чтобы вы понимали. Зумом я обычно не пользуюсь, но то есть вот если очень сильно захотеть, то все можно. Много животных, но они такие самые добродушные. Что у нас еще есть? Свет, тень, посмотрите, небо как вообще передается, вообще кайфец. Здесь у нас всякие тоже вот пальмы, свет. Смотрите, классная фотка, яркая, насыщенная, сочная. Ну, прям однозначно камера кайф. И она маленькая, и вот этот стальной корпус, он дает тебе какое-то ощущение того, что ты реально держишь какую-то интересную камеру. Ну, знаете, как вот ты с мобильником ходишь, и тебе нравится, что он там что-то весит. Вот, здесь у нас небольшой будет тест, да, разных форматов. Видите, действительно, у меня разные разрешения. Интересно. И видео, посмотрим, будет ребить или нет. 95. Режим, видимо, какой-то автоматический. Мы просто пройдемся, пока светло. Посмотрим, как камера перестраивается по освещению. Посмотрим, как она вообще фокусируется. Есть ли у нее хоть какой-то аналог стабилизатора. Насколько ретро-видео мы можем снять. Я нашел как раз самый уютный, тихий санный двор. Назовем это так. Найдем людей. И на людях мы как раз посмотрим. Вот, фотки видели, все видели. В общем, я реально рекомендую эту камеру. Я считаю, что в данном ценовом сегменте пока что она одна из лучших. Но, опять же, я тестировал просто каплю в море, поэтому смотрите другие обзоры на другие камеры и делайте свои выводы. Не забудьте поставить лайк, это поможет продвижению канала. Вообще, что он, вообще даже скорее не продвижению канала, а его существованию, потому что если не будет лайков и комментов, мне будет вообще неинтересно это делать. Если вы обратите внимание, на ру-сегменте остался буквально один канал, который хоть что-то вообще обозревает, все остальные перестали выпускать видео, так что давайте, если вы хотите продолжать смотреть хоть что-то, давайте поддерживать друг друга. Спасибо, с вами был Леонид, пока.